Глава 2. Совместное видение. В течение нескольких дней после возвращения в Лос-Анджелес я чувствовал какое-то сильное неудобство, которое объяснял головокружением и аритмией при физических нагрузках. Однажды ночью это состояние достигло кульминационной точки, когда я проснулся в ужасе от того, что не мог дышать. Врач, к которому я обратился, диагностировал мои жалобы как нервное истощение, вызванное, скорее всего, перенапряжением. Он прописал мне успокаивающее и посоветовал при повторении приступа дышать в бумажный мешок. Я решил вернуться в Мексику, чтобы спросить у Лагорды совета. Когда я рассказал ей о поставленном мне диагнозе, она заверила, что никакой болезни тут нет, а просто я в конце концов теряю свои щиты, и что испытываемое мною является потерей человеческой формы и вхождением в новое состояние отделенности от всех человеческих дел. «Не борись с этим», — сказала она. «Сопротивляться этому — наша естественная реакция. Поступая так, мы рассеиваем то, что должно произойти. Оставь страх и теряй свою человеческую форму шаг за шагом». Она добавила, что в ее случае распад человеческой формы начался с невыносимой боли в матке и с необычайного давления, медленно смещавшегося вниз, к ногам и вверх, к горлу. Она добавила, что последствия ощущаются немедленно. Я хотел записывать каждый оттенок моего нового состояния. Я приготовился вести детальный дневник обо всем происходящем, но, к моему большому разочарованию, ничего больше не случалось. После нескольких дней напрасного ожидания я отбросил объяснение Лагорды и решил, что доктор был прав в своем диагнозе. Мне это было совершенно понятно. Я взвалил на себя ответственность, порождавшую невыносимое напряжение. Я принял лидерство, которое, по мнению учеников, принадлежало мне, но не имел никакого представления, как себя вести и что делать. Нагрузка проявилась в моей жизни и более серьезным образом. Мой обычный уровень энергии непрерывно падал. Дон Хуан сказал, что я теряю личную силу, и, следовательно, я непременно потеряю свою жизнь. Дон Хуан учил меня жить, полагаясь исключительно на личную силу, что я понимал как такое отношение к миру, которое может быть разрушено только со смертью. Поскольку никакой возможности изменить ситуацию не предвиделось, я заключил, что жизнь моя подходит к концу. Мое чувство обреченности, казалось, разъярило всех учеников. Я решил на пару дней уехать, чтобы рассеять свою хандру и снять их напряжение. Когда я вернулся, они стояли у дверей дома сестричек, как бы ожидая меня. Нестор бросился к моей машине и, прежде чем я выключил мотор, прокричал, что Паблито сбежал. «Он уехал умирать», — сказал Нестор, — «в город Тулу, на родину предков». Я был в ужасе и почувствовал себя виновным. Лагорда не разделяла моего отношения к случившемуся. Она сияла, светясь удовлетворением. «Этому красавчику лучше умереть», — сказала она. «Все мы теперь заживем гармонично, как и должны были. Нагваль говорил нам, что ты внесешь перемену в нашу жизнь. Что ж, ты ее принес. Паблито нам больше не досаждает. Ты избавил нас от него. Посмотри, как мы счастливы. Без него нам живется куда лучше». Я был вне себя от ее бесчувственности. Я сказал так жестко, как только мог, что Дон Хуан учил нас быть воинами. Я подчеркнул, что безупречность воина требует, чтобы я не позволил Паблито умереть просто так. «Что же ты собираешься делать?» — спросила Лагорда. «Я собираюсь послать одного из вас, чтобы он жил с ним», — сказал я. «До того дня, пока мы все, включая Паблито, не сможем уехать отсюда». Они посмеялись надо мной, даже Нестор и Бениньо, которых я считал наиболее близкими к Паблито. Лагорда смеялась дольше всех, явно провоцируя меня. Я обратился за поддержкой к Нестору и Бениньо. Они отвели глаза в сторону. Я воззвал к высшему пониманию Лагорды, я умолял ее, я использовал все доводы, какие мог придумать. Она смотрела на меня совершенно невозмутимо. «Пойдемте», — сказала она остальным. Она лучезарно улыбнулась мне, затем передернула плечами и поджала губы. «Приглашаем тебя идти с нами», — сказала она мне, «при условии, что ты не станешь задавать вопросов и не будешь упоминать об этом маленьком красавчике».
«Ты, Лагорда, бесформенный воин», — сказал я. «Ты сама мне это говорила. Почему же тогда ты судишь Паблито?» Лагорда не ответила. Удар попал в цель. Она поморщилась и отвернулась от моего взгляда. «Лагорда с нами!» — пронзительно закричала Хосефина. Сестрички окружили Лагорду и затолкали ее в дом. Я последовал за ними. Нестор и Бениния тоже вошли внутрь. «Что ты собираешься делать? Забрать кого-нибудь из нас силой?» — спросила Лагорда. Я сказал им, что считаю своим долгом помочь Паблито, и делал бы тоже для любого из них. «Ты действительно думаешь, что сможешь это сделать?» — спросила Лагорда, сверля меня злобным взглядом. Я хотел было яростно заорать, как я уже делал однажды в их присутствии, но обстоятельства были иными. Я не мог этого сделать. «Я собираюсь забрать с собой Хосефину», — сказал я. «Я Нагваль». Лагорда сгребла сестричек и прикрыла их своим телом. Они уже собирались взяться за руки, что-то во мне знало, что если они это сделают, то их объединенная сила станет ужасной, и все мои усилия забрать Хосефину пойдут прахом. Моим единственным шансом было ударить, прежде чем они успеют образовать группу. Я толкнул Хосефину обеими руками так, что она волчком вылетела на середину комнаты. Прежде чем они успели собраться снова, я ударил Лидию и Розу. Они согнулись от боли. Лагорда бросилась на меня с яростью дикого зверя. Я никогда не видел ее такой разъяренной. Она вложила в этот бросок всю свою концентрацию. Если бы она меня ударила, я бы умер на месте. Она промахнулась лишь на какой-то дюйм. Я схватил ее в охапку, и мы покатились по полу. Мы отчаянно боролись, пока полностью не выдохлись. Ее тело расслабилось. Она начала гладить тыльную сторону моих рук, которые были крепко сцеплены у нее на животе. Тут я заметил, что Нестор и Бенинио стоят у дверей. Оба они, казалось, были на грани обморока. Лагорда смущенно улыбнулась и сказала, что рада тому, что я одолел ее. Я увез Хосефину к Паблито. Я чувствовал, что она единственная из всех искренне нуждается в том, чтобы за ней кто-то ухаживал. А Паблито меньше всех сторонился ее. Я надеялся, что благородство заставит его прийти на помощь, если она будет в такой помощи нуждаться. Через месяц я снова приехал в Мексику. Паблито и Хосефина вернулись. Они поселились в доме Хенара вместе с Бениньо и Розой. Нестор и Лидия жили в доме Солидат, а Лагорда одна в доме сестричек. Я был очень удивлен и хотел знать, что стоит за этой новой организацией. Лагорда сухо сообщила мне, что за всем этим, насколько ей известно, не кроется ничего особенного. Они избрали жить парами, но не парами в обычном понимании. Она добавила, что, вопреки тому, что я могу подумать, они были безупречными воинами. Новая форма отношений была действительно приятной. Все, казалось, полностью расслабились. Не было больше ни подначек, ни вспышек конкуренции. Они стали одеваться в стиле, принятом у индейцев этого района. Женщины были одеты в длинные широкие юбки в складку, почти касавшиеся пола. Они надевали темные шали, заплетали волосы в косы, и только Хосефина всегда носила шляпу. Мужчины носили легкие белые штаны и рубашки, а на голове соломенные шляпы. Все были обуты в самодельные сандалии. Я спросил у Лагорды о значении их нового одеяния. Она сказала, что они готовятся к отъезду. Раньше или позже, с моей помощью или без нее, они собираются покинуть эту долину. Они намереваются отправиться в новый мир, в новую жизнь. Чем дольше они носят индейскую одежду, тем резче будет их переход к новой городской. Она сказала, что их учили быть гибкими, чувствовать себя легко в любой ситуации, в какой бы они ни оказались, и что меня учили тому же. От меня требовалось вести себя с ними непринужденно, вне зависимости от того, как они относятся ко мне. Их задачей, с другой стороны, было покинуть свою долину и переселиться куда-нибудь еще, чтобы убедиться, могут ли они быть такими гибкими, как надлежит воину. Я спросил, каково в действительности было ее мнение о наших шансах на успех. Лагорда ответила, что на наших лицах лежит печать поражения. Затем она резко сменила тему разговора, сказав, что в своем сновидении она смотрела в гигантскую узкую щель между двумя высокими круглыми горами.
Ей казалось, что эти круглые горы ей знакомы, и она хотела, чтобы я отвез ее в город, расположенный неподалеку. Она считала, не зная почему, что эти две горы находятся именно там, и что смысл послания, полученного ею в сновидении, в том, что мы вдвоем должны туда отправиться. Мы уехали на рассвете. Я уже как-то проезжал через этот город. Он был очень маленьким, и я не помнил в его окрестностях ничего похожего на видение Лагорды. Вокруг него были только невысокие холмы. Оказалось, что двух гор там действительно не было, а если они там и были, то мы не смогли их найти. Однако в течение 2 часов, которые мы провели в этом городе, нас не покидало ощущение, что мы знали что-то неопределенное, ощущение, которое временами становилось бесспорным, а затем опять отступало во тьму и порождало неуверенность. Посещение этого города странным образом волновало нас. Или же лучше сказать, по неизвестным причинам мы стали очень беспокойными. Я глубоко ушел в совершенно нелогичный конфликт. Я не помню, чтобы когда-нибудь останавливался в этом городе, и все же я мог поклясться, что не только бывал здесь, но даже какое-то время жил. Это не было отчетливым воспоминанием. Я не помнил улицы или дома. То, что я ощутил, было необоснованным, но сильным предчувствием, что что-то вот-вот должно проясниться у меня в голове. Я не знал, что именно, может, просто какое-то воспоминание. Временами это смутное воспоминание было всепоглощающим. Особенно, когда я увидел один дом. Я остановил машину прямо перед ним. Около часа мы с Лагордой смотрели на этот дом, но никто из нас не предложил выйти из машины и войти в него. Мы оба были на грани. Мы заговорили о ее видении 2 гор. Наш разговор вскоре перешел в спор. Она считала, что я не принял ее сновидение всерьез. Мы вошли в раж и закончили тем, что стали орать друг на друга. Но не столько от гнева, сколько от нервного напряжения. Я поймал себя на этом и замолчал. На обратном пути я остановил машину на обочине грунтовой дороги. Мы вышли размять ноги. Лагорда все еще казалась взволнованной. Мы немного прошлись, но было слишком ветрено, чтобы получить удовольствие от такой прогулки. Мы вернулись к машине и забрались в нее. «Если бы ты только привлек свое знание, — сказала Лагорда умоляюще, — ты бы понял, что потеря человеческой формы...» Она запнулась посреди фразы. Должно быть, ее остановила моя гримаса. Она знала о моей внутренней борьбе. Если бы у меня внутри было какое-то знание, которое я мог бы привлечь, я бы давно это сделал. «Но ведь мы светящиеся существа», — сказала она тем же умоляющим тоном. «В нас еще так много всего. Ты — Нагваль. Значит, в тебе еще больше». «Что же, по-твоему, я должен сделать?» — спросил я. «Ты должен оставить свое желание цепляться за все. То же самое происходило со мной. Я цеплялась за такие вещи, как пища, которую я любила, горы, среди которых я жила, люди, с которыми мне нравилось разговаривать. Но больше всего я цеплялась за желание нравиться. Я сказал ей, что ее советы для меня бессмысленны, так как я не знаю, за что цепляюсь. Она настаивала, что где-то, каким-то образом, но я знаю, за что цепляюсь, и что я выставляю как барьер против потери своей человеческой формы. Наше внимание натренировано быть непрерывно на чем-нибудь сфокусированном, продолжала она. Именно так мы поддерживаем свой мир. Твое первое внимание было обучено фокусироваться на чем-то совершенно чуждом мне, но очень знакомым тебе. Я ответил ей, что мои мысли беспорядочно витают в облаках. Не то, чтобы я не мог понять этого, как каких-то тонкостей высшей математики, но скорее я просто терялся в дебрях предположений. «Сейчас самое время уйти от всего этого», — сказала она. «Для того, чтобы потерять человеческую форму, ты должен освободиться от всего этого балласта. Ты уравновесил все так основательно, что парализуешь сам себя». У меня не было настроения спорить. То, что она называла потерей человеческой формы, было слишком смутной концепцией, чтобы об этом можно было думать. Я был поглощен тем, что мы испытали в городе. Лагорда не хотела об этом говорить. Единственное, что имеет значение,
Это привлечение твоего знания, сказала она. Если тебе нужно, ты умеешь это делать, как в тот день, когда убежал Паблито, и ты затеял драку. Лагорда сказала, что происшедшее в тот день было примером привлечения знания. Не вполне отдавая себе отчет в том, что я делаю, я выполнил сложные действия, которые требуют способности видеть. Ты не просто напал на нас, ты видел. В каком-то смысле она была права. В тот раз имело место нечто совсем не похожее на обычный ход вещей. Я детально перебирал воспоминания об этом, связывая их, однако, с аргументами личного характера. У меня не было адекватного объяснения случившемуся. Я только мог сказать, что эмоциональное напряжение того момента повлияло на меня немыслимым образом. Когда я вошел в дом и увидел 4 женщин, я в долю секунды осознал, что могу изменить свой обычный способ восприятия. Я увидел прямо перед собой 4 аморфных шара, излучавших очень интенсивный желтый свет. Один из них был более спокойным и приятным, остальные выглядели недружелюбными, острыми, беловато-желтыми сияниями. Более спокойным желтоватым сиянием была Лагорда. И в этот момент 3 недружелюбных сияния склонились над ней. Шар беловатого сияния, ближайший ко мне, которым была Хосефина, выглядел несколько неуравновешенно. Он наклонился, поэтому я толкнул его и пнул 2 других в углубления, которые каждый из них имел с правой стороны. У меня не было осознанного намерения ударить их в это место. Я просто счел выемку подходящей. Каким-то образом она приглашала меня пнуть туда ногой. А результат был сокрушительным. Лидия и Роза сразу отключились. Я ударил каждую из них в правое бедро. Это не было пинком, который мог бы сломать какую-нибудь кость. Я просто надавил ногой и толкнул пузыри света, находившиеся передо мной. Тем не менее, все выглядело так, будто я нанес им по сокрушительному удару в самое уязвимое место их тел. Лагорда была права. Я привлек знание, об обладании которым никогда не подозревал. Если это называется видением, то для моего интеллекта видение является знанием на уровне тела. Ведущая роль зрения воздействует здесь на знание тела и создает иллюзию, что оно связано с глазами. То, что я испытал, нельзя было назвать чисто зрительными ощущениями. Я видел шары света с чем-то помимо моих глаз. Поскольку я сознавал, что в поле моего зрения находятся 4 женщины, я и имел дело все время с ними. Шары света даже не налагались на них. Самым сложным для меня был вопрос времени. Все было сжато в несколько секунд. Если бы я переводил взгляд с одной сцены на другую, то этот переход должен был быть таким быстрым, что становился бессмысленным. Поэтому я могу вспомнить только восприятие 2 совершенно различных сцен одновременно. После того, как я пнул 2 шара света, желтоватый шар, Лагорда, бросился на меня, но не прямо, а целясь в мой левый бок. С того момента, как начался бросок, этот шар имел явное намерение промахнуться. Когда свечение прошло мимо меня, я схватил его. Катаясь с ним по полу, я почувствовал, что вплавляюсь в него. Это был единственный момент, когда я действительно потерял последовательность событий. Я вновь осознал себя, когда Лагорда гладила меня ладонью. В наших сновидениях я и сестрички научились сцеплять руки, сказала Лагорда. Мы знаем, как образовать цепь. В этот день нашей проблемой было то, что мы никогда не образовывали цепь вне нашей комнаты. Именно поэтому мы потащили тебя в дом. Твое тело знало, что значит для нас сцепить руки. Если бы мы это сделали, то я была бы под их контролем. Они более свирепы, чем я. Их тела плотно закрыты, они не связаны с сексом. Я же связана, что делает меня более слабой. Я уверен, что зависимость от секса затрудняет тебе привлечение твоего знания. Она продолжала говорить дальше о пагубных последствиях зависимости от секса. Я ощутил неудобство и попытался увести разговор от этой темы, но она, казалось, была намерена сознательно возвращаться к ней, хотя видела, что мне не по себе. «Поедем с тобой в Мехико», — сказал я в отчаянии, думая, что испугаю ее. Она не ответила. Она поджала губы, скосив глаза. Мышцы подбородка у нее напряглись, а верхняя губа выпятилась, пока не вывернулась под самым носом. Ее лицо так исказилось, что я отшатнулся. Увидев мое удивление, она расслабила мышцы лица. «Лагорда», — повторил я, — «поедем в Мехико». «Конечно, почему бы и нет», — сказала она.
Что мне для этого надо? Я не ожидал подобной реакции и сам был шокирован. «Ничего», — сказал я, — «мы поедем как есть». Ни слова не говоря, она уселась на сиденье, и мы поехали в сторону Мехико. Было еще рано. Я спросил, осмелится ли она поехать со мной до Лос-Анджелеса. Минуту она, казалось, размышляла. «Я только что задала этот вопрос своему светящемуся телу», — сказала она. Что же оно ответило? Оно сказала, если сила это позволит. В ее голосе было такое богатство чувств, что я остановил машину и обнял ее. Моя привязанность к ней в этот момент была настолько велика и глубока, что я испугался. Она не имела ничего общего с сексом или стремлением к психологической поддержке. Это чувство превосходило все, что я знал. Это объятие вернуло мне ощущение, которое было у меня раньше. Будто что-то во мне собирается вырваться наружу. Что-то такое, что было закупорено и упрятано в глубине так, что я не мог сознательно до него добраться. Я почти знал, что это такое, но тут же терял, стоило мне к нему прикоснуться. В Оахаку мы приехали в начале вечера. Я оставил машину на одной из боковых улиц, и мы прошли к площади в центре города. Мы искали скамейку, на которой обычно сидели Дон Хуан и Дон Хенаро. Она была не занята. Мы уселись там в благоговейном молчании. В конце концов, Лагорда сказала, что она много раз была здесь с Доном Хуаном и еще с кем-то, кого она не может вспомнить. Она не была уверена, наяву это происходило или просто снилось ей. «Что вы с Доном Хуаном делали на этой скамейке?» — спросил я. «Ничего, мы просто ждали попутной машины, которая подбросила бы нас в горы», — ответила она. Я сказал, что когда я сидел с Доном Хуаном на этой скамейке, то мы подолгу беседовали. Я рассказал ей о его склонности к поэзии и о том, как я обычно читал ему стихи, когда нам больше нечего было делать. Он слушал стихи, но полагал, что внимание достойны только первая и иногда вторая строфы. Последующие же он называл индульгированием поэта. Лишь очень немногие из тех сотен стихов, которые я прочитал ему здесь, он дослушал до конца. Сначала я читал ему то, что мне нравилось, а именно абстрактные, двусмысленные, идущие от ума стихи. Позднее он заставлял меня вновь и вновь читать то, что ему нравилось. По его мнению, стихотворение должно быть компактным, предпочтительно коротким. Оно должно быть составлено из точных, прямых и очень простых картин. В конце дня на этой скамейке стихотворение Сесара Вальехо, казалось, подвело черту под его особым чувством тоски. Я прочитал его Лагорде по памяти, не столько ради нее, сколько ради себя. Хотел бы я знать, чем она занята в этот час. Моя милая Рита, девушка Ант. Мой легкий тростник, ветка дикой вишни. Теперь, когда усталость душит меня, и кровь засыпает, как ленивый коньяк. Хотел бы я знать, что она делает теми руками, которые так прилежно гладили крахмальное белье после полудня. Теперь, когда этот дождь уносит мое желание идти дальше. Хотел бы я знать, что стало с ее юбкой с каймой, с ее вечным трудом, с ее походкой, с ее запахом весеннего сахарного тростника, обычного в тех местах. Она должна быть в дверях, смотрит на быстро несущиеся облака. Дикая птица будет петь на крыше, и, взглянув, она наконец скажет: «Господи, как холодно». Воспоминания о Доне Хуане были невероятно живыми. Это не были воспоминания на уровне мысли, так же, как они не были воспоминаниями на уровне всех моих осознаваемых чувств. Это был неизвестный вид памяти, который заставил меня плакать. Слезы лились из моих глаз, но они совсем не успокаивали меня. Последний час дня всегда имел особое значение для Дона Хуана. Я перенял у него такое отношение к этому часу и его убежденность в том, что если что-нибудь важное должно произойти со мной, то оно произойдет именно в этот час. Лагорда положила голову мне на плечо. Какое-то время мы сидели, обнявшись. Я чувствовал себя расслабленным. Возбуждение ушло. Странно, что такое простое действие, как то, что я положил свою голову на голову Лагорды, принесло мне такой покой. Я хотел пошутить, что нам следовало бы связать наши головы вместе. Но тут же я понял, что она переиначит мои слова и посмеется над ними. Тело мое затряслось от смеха,
и я понял, что сплю, хотя глаза мои были открыты, и я легко мог бы встать, если бы захотел. Мне не хотелось двигаться, поэтому я остался в том же положении, одновременно и бодрствующим, и спящим. Я видел, что прохожие глазеют на нас. Но мне не было до этого никакого дела, хотя обычно мне не нравилось быть объектом внимания. Затем внезапно все люди в поле моего зрения превратились в большие пузыри белого света. Я смотрел на светящиеся яйца не мельком, а непрерывно, впервые в своей жизни. Дон Хуан говорил мне, что человеческие существа кажутся видящему светящимися яйцами. Я уже испытывал проблески такого восприятия, но никогда еще не фокусировал свое зрение на них так, как я делал в этот день. Пузыри света вначале были расплывчатыми, как если бы мои глаза не были настроены. Но затем в одну секунду мое зрение как бы установилось, и пузыри белого света стали продолговатыми светящимися яйцами. Они были большими, даже огромными, никак не меньше метра в ширину. В какой-то момент я вдруг заметил, что одно яйцо перестало двигаться. Я увидел плотную массу света перед собой. Яйца следили за мной, угрожающе наклоняясь надо мной. Я намеренно двинулся и сел прямо. Лагорда крепко спала у меня на плече. Вокруг нас была группа подростков. Должно быть, они думали, что мы пьяны. Они передразнивали нас. Самый смелый из юнцов касался груди Лагорды. Я встряхнул ее и разбудил. Мы поспешно встали и ушли. Они последовали за нами, насмехаясь и выкрикивая оскорбления. Присутствие полицейского на углу помешало им продолжать свое преследование. В полном молчании мы прошли до того места, где я оставил машину. Сумерки почти сгустились. Внезапно Лагорда схватила меня за руку. Ее глаза были дикими, рот перекошен. Она показала рукой. «Смотри, смотри!» — закричала она. «Там Нагваль и Хинаро!» Я увидел двух людей, поворачивающих за угол впереди нас. Лагорда быстро побежала. Я опустился за ней и на ходу спросил, уверена ли она. Она была вне себя. Она сказала, что когда подняла глаза, то увидела, как оба, и Дон Хуан, и Дон Хинаро, в упор смотрят на нее. В тот момент, когда их глаза встретились с ее глазами, они двинулись прочь. Когда мы достигли угла, два человека были на том же расстоянии от нас. Я не мог различить их черт. Они были в соломенных шляпах и в одежде мексиканских крестьян. Один был плотным, как Дон Хуан, другой стройным, как Дон Хинаро. Оба завернули за угол, и мы опять с шумом помчались за ними. Улица, на которую они повернули, была пустынной и вела к окраине города. Она слегка поворачивала влево. Двое мужчин находились как раз там, где улица делала поворот. В этот момент произошло нечто, заставившее меня почувствовать, что это действительно могут быть они. Это было движение, которое сделал более стройный человек. Он повернулся к нам на 3/4 оборота и кивнул головой, как бы приглашая следовать за собой. Подобный жест Дон Хинаро обычно использовал по отношению ко мне, когда мы бывали в лесу. Обычно он смело шел впереди, движением головы приглашая догнать себя. Лагорда начала кричать во весь голос. «Нагваль, Хинаро, подождите!» Она бежала впереди меня, но они шли очень быстро, в сторону каких-то разрушенных бараков, едва видневшихся в темноте. Они, должно быть, вошли в один из них или повернули в какой-нибудь другой проход, так как внезапно исчезли из виду. Лагорда стояла на месте и изо всех сил выкрикивала их имена, без всякого стыда. Люди выскакивали на улицу, чтобы посмотреть, кто это орет. Я держал ее, пока она не успокоилась. «Они были прямо передо мной», — сказала она, всхлипывая, — «меньше, чем в 3 метрах. Когда я закричала, привлекая твое внимание, они мгновенно оказались за квартал от нас». Я попытался успокоить ее. Она была в состоянии сильного возбуждения, дрожала и цеплялась за меня. По какой-то необъяснимой причине я был абсолютно уверен, что это не были Дон Хуан и Дон Хинаро, поэтому я не разделял возбуждение Лагорды. Она сказала, что нам следует возвращаться домой, что сила не позволит ей ехать со мной в Лос-Анджелес и даже в Мехико. Для такого путешествия ее время еще не пришло. Она была убеждена, что встреча с ними была знаком. Они исчезли, указав на восток, по направлению к ее родному городу. У меня не было никаких возражений против того, чтобы сразу отправиться назад. После всего, что случилось с нами в этот день,
я должен был бы чувствовать смертельную усталость. Вместо этого мое тело вибрировало от совершенно непонятного прилива сил. Это напомнило мне времена с Доном Хуаном, когда я чувствовал себя способным пробивать стены плечом. На обратном пути к машине я опять был преисполнен нежной привязанности к Лагорде. Я никогда не смогу отблагодарить ее за помощь. Что бы она ни сделала для того, чтобы я видел светящиеся оболочки, я их видел. Это сработало. Она была такой мужественной, рискуя быть осмеянной, когда сидела на той скамейке. Я выразил ей свою благодарность. Она посмотрела на меня так, будто я сошел с ума, а затем расхохоталась. «Я то же самое думала о тебе», — сказала она. «Я думала, что это ты сделал для меня. Я тоже видела светящиеся оболочки. Со мной такое было впервые. Мы видели вместе, одновременно, как это обычно делали Нагваль и Хенаро. Когда я открывал для Лагорды дверцу машины, полное осознание того, что мы сделали, поразило меня. Моя эйфория была такой же интенсивной, как недавнее возбуждение Лагорды. Я хотел выбежать на середину улицы и вопить от восторга. Теперь настала очередь Лагорды сдерживать меня. Она присела на корточки и помассировала мне икры. Как ни странно, я тотчас успокоился. Я обнаружил, что мне трудно разговаривать. Мои мысли опережали способность выражать их словами. Теперь я не хотел немедленно возвращаться в ее город. Казалось, еще так много надо сделать. Поскольку я не мог внятно объяснить, чего же я хочу, то просто потащил упирающуюся Лагорду назад к площади, но в этот час там не было свободных скамеек. Я был голоден и поэтому затащил ее в ресторан. Она думала, что не сможет есть, но когда нам принесли еду, оказалось, что она так же проголодалась, как и я. Еда нас полностью расслабила. Вечером того же дня мы сидели на скамейке. Я воздерживался от разговора о том, что с нами произошло, до тех пор, пока мы не смогли там сесть. Лагорда вначале не хотела ничего говорить. Мой ум был в странном состоянии опустошенности и брожения. У меня были подобные моменты с Доном Хуаном, и, как правило, это вызывалось воздействием галлюциногенов. Я начал с того, что описал Лагорде то, что я видел. Больше всего поразило меня в светящихся оболочках их движение. Они не шли, а как бы перекатывались рывками. И тем не менее перемещались по земле. То, как они двигались, не было приятным. Их движения были скованными, неестественными, порывистыми. Когда они находились в движении, форма яйца становилась меньше и округлее. Они, казалось, прыгали, дергались или встряхивались вверх и вниз с большой скоростью. Это вызывало очень неприятное нервирующее чувство. Пожалуй, точнее всего, я могу описать физическое неудобство, вызываемое их движением, сказав, что это напоминало изображение на киноэкране, которое давалось с нарастающей скоростью. Что меня еще заинтересовало, я не заметил никаких ног. Я однажды видел балетную постановку, в которой актеры изображали солдат, катающихся по льду на коньках. С этой целью у них были длинные туники, свисающие до самого пола. Их ног нельзя было увидеть, поэтому создавалась иллюзия, что они скользят по полу. Светящиеся яйца, которые парадом шли мимо меня, производили впечатление скольжения по пересеченной местности. Их светимость встряхивалась вверх-вниз почти незаметно для глаза. Однако этого было достаточно, чтобы вызвать у меня болезненные чувства. Когда яйца были в покое, они становились удлиненными. Некоторые из них были такими длинными и застывшими, что невольно возникала ассоциация с лицами на старинных иконах. Еще более беспокоящей чертой было отсутствие глаз. Я никогда так остро не осознавал, насколько сильно мы привязаны к глазам живых существ. Светящиеся яйца были абсолютно живыми. Они наблюдали за мной с большим любопытством. Я мог видеть, как они дергались вверх-вниз, перегибались, чтобы посмотреть на меня, но без всяких глаз. Многие из этих светящихся яиц имели на себе темные пятна. Огромные темные пятна ниже их среднего сечения. У других их не было. Лагорда сказала мне, что
Половая жизнь воздействует на тела как мужчин, так и женщин, вызывая появление дыры в нижней части живота. Но пятна на этих светящихся яйцах не казались мне похожими на дыры. Это были участки без светимости. Но в них не ощущалось глубины. Те, у кого были темные пятна, казались мелкими и усталыми. Поверхность их яйца была морщинистой. Она выглядела матовой по сравнению с остальной их светимостью. С другой стороны, те, что не имели пятен, были раздражающе яркими. Они казались мне опасными. Они вибрировали, наполненные энергией и белизной. Лагорда сказала, что в тот момент, когда я положил свою голову на ее, она тоже впала в состояние, напоминающее сновидение. Она бодрствовала и в то же время не могла двигаться. Она сознавала, что кругом идут люди. Затем она увидела, как они превратились в светящиеся пузыри и, наконец, в яйцевидные существа. Она не знала, что и я вижу. Вначале она думала, что я наблюдаю за ней, но в какой-то момент давление моей головы стало таким сильным, что она пришла к выводу, что я тоже вижу. Лишь после того, как я выпрямился и оттолкнул молодого человека, трогавшего ее, пока она спала, я сообразил, что происходило с ней. То, что мы увидели, различалось. Так как она отличала мужчин от женщин по форме каких-то нитей, которые она называла корнями. «У женщин, — сказала она, — связки нитей напоминают львиный хвост. Они растут внутрь от того места, где находятся гениталии. Она объяснила, что эти корни были тем, что дает жизнь. Эмбрион, для того чтобы расти, прикрепляется к одному из этих питающих корней и полностью съедает его, оставляя дыру. Мужчина, с другой стороны, имеет короткие нити, которые живут как бы сами по себе и плавают почти отдельно от светящейся массы самого тела. Я спросил, что, на ее взгляд, было причиной нашего совместного видения. Она уклонилась от каких бы то ни было комментариев, но попросила меня высказать свое мнение. Я сказал, что, по-моему, единственно очевидной причиной являются эмоции. После того, как мы с ней уселись на излюбленную скамейку Дона Хуана в начале вечера этого дня, и я прочитал стихотворение, которое ему нравилось, я был сильно заряжен эмоционально. Мои эмоции, должно быть, подготовили мое тело. Но я также должен был учесть тот факт, что, занимаясь сновидением, я научился входить в состояние совершенного спокойствия. Я мог отключать свой внутренний диалог и оставаться как бы внутри оболочки, выглядывая через дырочку. В таком состоянии я мог или отбросить часть имеющегося контроля и войти в состояние сновидения, или держаться за этот контроль и оставаться пассивным, без мыслей и без желаний. Однако я не думал, чтобы это было в данном случае таким уж значимым фактором. Я считал катализатором присутствие Лагорды. По моему мнению, именно мои чувства по отношению к ней создали условия для видения. Лагорда смущенно засмеялась, когда я поделился с ней своими мыслями. «Я не согласна с тобой», — сказала она. «Я думаю, случилось то, что твое тело начало вспоминать». «Что ты имеешь в виду, Лагорда?» — спросил я. Последовала длинная пауза. Казалось, она не то боролась с собой, чтобы сказать нечто такое, чего она не хочет говорить, не то пыталась найти подходящие слова. «Я знаю так много всего», — сказала она, — «и в то же время не знаю, что я знаю. Я помню так много, что не могу вспомнить ничего. Я думаю, что ты сам в таком же положении». Я заверил ее, что я этого не осознаю. Она не поверила мне. «Временами я действительно верю, что ты не знаешь», — сказала она. «Но иногда мне кажется, что ты играешь с нами. Нагваль рассказывал нам, что он сам тоже не знал. Мне теперь вспоминается многое из того, что говорили о тебе». «Что это значит, что мое тело стало вспоминать?» — настаивал я. «Не спрашивай об этом», — сказала она с улыбкой. «Я не знаю, что ты должен вспоминать и что это за воспоминания. Я сама этого никогда не делала, уж это-то я знаю». «Есть ли кто-нибудь среди учеников, кто мог бы рассказать мне об этом?» — спросил я. «Никого», — ответила она. «Я думаю, что я курьер к тебе». «Курьер?
который в этот раз привез только половину послания. Она поднялась и попросила меня ехать назад в ее город. Я был слишком взволнован, чтобы ехать немедленно. Мы еще немного погуляли по площади. В конце концов, мы сели на другую скамейку. «Тебе не кажется странным то, с какой легкостью мы можем видеть вместе?» — спросила Лагорда. Я не знал, что она имеет в виду, поэтому медлил с ответом. «Что бы ты сказал, если я стану утверждать, что, по моему мнению, мы уже раньше видели вместе?» — спросила она, осторожно подбирая слова. Я не мог понять, что она имеет в виду. Она повторила вопрос, но я все еще не видел в нем смысла. «Когда мы могли видеть вместе раньше?» — спросил я. «Твой вопрос не имеет смысла». В том-то и беда. Он не имеет смысла, и в то же время я чувствую, что мы видели вместе раньше. Я почувствовал озноб и поднялся. Я опять вспомнил ощущение, которое было у меня в том городе. Лагорда открыла рот, но остановилась на полуслове. Она посмотрела на меня ошеломленно, приложила руку к моим губам, а затем буквально потащила меня к машине. Я вел машину всю ночь. Я хотел разговаривать, анализировать, но она заснула, как если бы намеренно избегала какого бы то ни было обсуждения. Она была права, конечно. Из нас двоих она лучше всего понимала, как легко расплескать настроение из-за его чрезмерного анализа. Когда мы подъехали к ее дому и вышли из машины, она сказала, что мы вообще не должны разговаривать о происшедшем в Оахаке. «Но почему, Лагорда?» — спросил я. «Я не хочу тратить нашу силу», — сказала она. «Это путь мага. Никогда не растрачивай свои достижения». «Но если мы не будем говорить об этом, мы никогда не узнаем, что же с нами на самом деле произошло», — запротестовал я. «Мы должны молчать по крайней мере 9 дней», — сказала она. «Разве мы не можем поговорить об этом между собой?» — спросил я. «Разговор между собой — это как раз то, чего мы должны избегать. Мы уязвимы. Мы должны дать себе время на восстановление».